После окончания Второй мировой войны польским спецслужбам стало известно о существовании генерального плана 1945, секретной нацистской программы эвакуации высоких технологий, за которой стоял ближний соратник Гитлера Мартин Борман. Настораживало то, что специальные команды СС, действовавшие в рамках этого плана, вместо того, чтобы заниматься ликвидацией документации, специалистов и предприятий по разработке и производству реактивной техники, систем наведения, компьютеров и многого другого, целенаправленно уничтожали следы иной, более загадочной деятельности. Всем привет! С вами Финнимор. В последние годы в печать просочились сведения об одном из таких сверхсекретных немецких проектов под названием «Колокол». В рамках проекта проводился эксперимент с объектом в форме колокола, изготовленным из твердого тяжелого металла и наполненным похожей на ртуть жидкостью фиолетового цвета. Жидкость хранилась в высоком тонком термосе высотой 1 метр, упакованном в свинцовую оболочку толщиной 3 сантиметра. Эксперименты проводились под толстым керамическим колпаком, при этом два цилиндра быстро вращались в противоположных направлениях. Похожее на ртуть вещество условно называли ксерум-525. Помещение, в котором проводились эксперименты, располагалось в подземной галерее. Его площадь составляла около 30 квадратных метров. Стены были покрыты керамическими плитками с толстой резиновой подкладкой. После окончания каждого эксперимента в течение 45 минут помещение обрабатывалось солевым раствором. Обработку проводили узники концлагеря Гросс-Розен. Резиновые подкладки заменяли через каждые 2 или 3 эксперимента. Использованные сжигали в специальной печи. Примерно после 10 испытаний помещение было разобрано, а его содержимое уничтожено. Сохранился только сам колокол. Каждый эксперимент длился примерно 1 минуту. В активном состоянии колокол испускал бледно-голубой свет. Ученые держались от него на расстоянии 150-200 метров. Электрическое оборудование в этом радиусе обычно выходило из строя. В радиусе действия колокола помещались различные растения, животные и живые ткани. Во время первой серии испытаний, проводившейся с ноября по декабрь 1944 года, почти все опытные образцы были уничтожены. Жидкости, в том числе кровь, сворачивались и разделялись на очищенные фракции. Первая команда исследователей распалась из-за смерти 5 ученых из 7. Во второй серии экспериментов, начатой в январе 1945 года, вред, наносимый животным, был несколько снижен благодаря различным модификациям оборудования. Перед самым окончанием войны эвакуационная команда СС вывезла колокол и всю документацию в неизвестном направлении. Ученые, принимавшие участие в проекте, были расстреляны солдатами СС между 28 апреля и 4 мая 1945 года. Какова же была конечная цель проекта «Колокол»? По словам Витковского, в описаниях, сделанных учеными, работавшими с колоколом, не использовали термины ядерной физики, а во время самих экспериментов не употреблялись радиоактивные материалы. Шпоренберг запомнил термины «вихревая компрессия» и «разделение магнитных полей». Отдельные исследователи предполагают, что экспериментаторы пытались использовать поля скручивания, известные сейчас как торсионные поля, проект «Повелитель света», для воздействия на 4-е измерение. Время – проект Хронос, то есть речь идет о создании машины времени. Впрочем, есть и предположения, больше похожие на правду. В деятельности одного из участников проекта профессора Герлаха имеются эпизоды, которые дают основания отнести его к ряду ученых, занимавшихся вопросами гравитации. В 20-30-х годах Герлах работал над проблемами поляризации спина, резонансом спина и свойствами магнитных полей, имеющим мало общего с ядерной физикой, однако касающимися некоторых неисследованных свойств гравитации. Герлаху совместно с Отто Штерном принадлежит экспериментальное доказательство существования спина электрона, датированное 1922 годом. А студент Герлаха О. Гильгенберг опубликовал статью под названием «О гравитации вихревых потоков и волнах во вращающейся среде». Но после окончания войны и до самой смерти
В 1979 году Герлах ни разу не возвращался к этой теме, словно ему запретили говорить о ней. А теперь вспомним о загадочном веществе ксерум-525. Единственное, что нам известно, оно было похоже на ртуть. В индийском тексте Самарангана Сутрадхара, авторство которого приписывается царю Бходже из Дхар, 1055 год нашей эры, есть описание летательных аппаратов, в которых в качестве горючего использовалась ртуть. Вот одно из таких описаний. Сильным и прочным должно быть его тело, сделанное из легкого материала, подобное большой летящей птице. Внутри следует поместить устройство с ртутью и с железным подогревающим устройством под ним. Посредством силы, которая таится в ртути и которая приводит в движение несущий вихрь, человек, находящийся внутри этой колесницы, может пролетать расстояние по небу самым удивительным образом. 4 прочных сосуда для ртути должны быть помещены внутри. Когда они будут подогреты, управляемым огнем из железных приспособлений, колесница разовьет силу грома благодаря ртути, и она сразу превратится в жемчужину в небе. Специалисты предполагают, что поток ртути, разогнанный по кольцевому пути до больших скоростей, возбуждает вокруг летающей колесницы гравимагнитное поле большой напряженности, вследствие чего образуется необходимая для полета подъемная сила. Но почему именно ртуть? Все дело в том, что для получения максимальной подъемной силы в качестве рабочего тела необходимо выбрать вещество, обладающее наибольшей объемной плотностью. Этому условию отвечает именно ртуть, или же соединение на ее основе. Как только скорость потока ртути превысит звуковую, напряженность гравимагнитного поля вокруг летающей колесницы достигнет такой величины, что проходящие сквозь кокон поля световые лучи начнут искривляться, а летающая колесница, до того парившая в воздухе, исчезнет, и на ее месте, в строгом соответствии с индийским текстом, возникнет серебристый блестящий шар или жемчужина. В этой связи стоит вспомнить свет, который начинал испускать немецкий колокол, когда находился в рабочем состоянии. Индолог и историк Вишнампет Дикшитар в книге «Война в Древней Индии» приводит многочисленные свидетельства об использовании летающих колесниц или виман в древнеиндийских войнах и утверждает, что виманы были реально существовавшими летательными аппаратами. Попытки построить летательные аппараты с двигательной установкой на основе ртути предпринимались еще в XVIII веке. Об этом свидетельствует история итальянского монаха Андреа Гримальди Валанде. В газете «Лейденский вестник» от 21 октября 1751 года так описывается построенный им летательный аппарат. В машине, на которой Андреа Гримальди Валанде в течение 1 часа может сделать 7 миль, установлен часовой механизм. Ее ширина 22 фута. Она имеет форму птицы. Тело, которое состоит из соединенных между собой проволокой кусков пробки, обтянутых пергаментом и перьями. Крылья сделаны из китового уса и кишок. Внутри машины находятся 30 своеобразных колесиков и цепочек, которые служат для спуска и подъема гирь. Кроме того, тут употреблены в дело 6 медных труб, частично заполненных ртутью. Равновесие сохраняется опытностью самого изобретателя. В бурю и в тихую погоду он может летать одинаково быстро. Эта чудесная машина управляется посредством хвоста длиной в 7 футов, прикрепленного ремнями к ногам птицы. Как только машина взлетает, хвост направляет ее налево или направо, по желанию изобретателя. Часа через 3 птица опускается плавно на землю, после чего часовой механизм заводится снова. Изобретатель летит постоянно на высоте деревьев. Андреа Гримальди Валанде один раз перелетел Ла-Манш из Кале в Дувр. Оттуда он в то же утро полетел в Лондон, где говорил с известными механиками о конструкции своей машины. Механики были очень удивлены и предложили построить до Рождества машину, которая могла бы летать со скоростью 30 миль в час. Прочитав о кишках, колесиках, цепочках и в особенности трубах, заполненных ртутью, многие ученые отмахнулись от этой истории. Но помимо статьи имеются еще 2 документа, свидетельствующие о полетах птицы Гримальди. В Италии хранится письмо из Лондона, подтверждающее полет во французском городе Лионе, заверенное 3 академиками, научное исследование этой машины, в котором зафиксировано, что в 1751 году Гримальди совершил удачный перелет из Кале в Дувр. О дальнейшей судьбе изобретения итальянского монаха нам, к сожалению, ничего не известно.
Возвращаясь к проекту «Колокол», следует вспомнить, что в Третьем рейхе с большим вниманием относились к историческому наследию древних цивилизаций. Взять хотя бы известный немецкий институт Анненербе, немецкое общество по изучению древнегерманской истории и наследия предков. Об эффективности проводившихся там работ наглядно свидетельствует то, что в 1941 году институт был включен в личный штаб рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и курировал проекты по созданию оружия возмездия. Не секрет, что в 1938-39 годах под эгидой Анненербе и СС была организована успешная экспедиция в Тибет. Между Лхасой и Берлином установили прямой радиомост, который по имеющимся сведениям функционировал до 1943 года. Помимо обширных сведений по антропологии, географии и климатологии региона, участники экспедиции привозили в Германию многочисленные древние тексты, и в их числе полное собрание буддийского свода Ганджур. Не исключено, что благодаря благожелательному отношению тибетских религиозных властей в руках немецких ученых могли оказаться описания устройств, подобных индийским виманам, а возможно, даже и отдельные сохранившиеся образцы древних технологий. В этом свете проект «Колокол» представляется одним из сегментов более обширной научной программы по созданию двигательной установки для аэрокосмической системы принципиально нового типа, основанной на технологическом наследии древних цивилизаций. Главная задача проекта «Колокол», по всей видимости, заключалась в создании системы защиты пилотов от негативных последствий, возникающих во время работы двигателей нового типа. Неизвестно, насколько далеко немецкие ученые сумели продвинуться в этом направлении, однако начавшийся в 40-х годах 20 века бум наблюдений загадочных аппаратов с необычными летными характеристиками дает возможность предположить, что их усилия увенчались определенным успехом. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.